Всем привет! Сегодня покажу, как правильно подготовить к подключению пленочный инфракрасный пол. Начнем с того, какой стороной уложить мат. Здесь все очень просто. На всех матах имеется надпись производителя и дополнительная информация на сайте, где изготовлено класс энергоэффективности, линии разреза и тому подобная информация. Кладем мат так, чтобы мы могли прочитать всю эту информацию. Следующий момент – это какой необходим инструмент, какой использовать провод и что еще нужно из материалов. Итак, из инструмента минимум нам потребуются кусачки, клещи для снятия изоляции и пассатижи. Провод использую всегда независимо от площади положенных матов, гибкий, с сечением 2,5 квадратных миллиметра. Также нам потребуется набор для подключения мата, в который входит 2 контактных зажима и 6 штук битумной изоляции. Начинаем с простого. Берем 2 штуки битумной изоляции и изолируем медную жилу нашего мата с той стороны, где не планируется подключение к терморегулятору. Изоляция обязательно должна закрывать весь срез медной шины. Далее переходим к подключению. Для этого извлекаем провода необходимой длины из жгута, как в моем случае, или специально покупаем в специализированных магазинах. Чтобы зачистить провод, используем клещи для снятия изоляции. Они, в отличие от ножа или кусачек, не повреждают жилы. Так как в нашем случае нет параллельного подключения к другим полосам теплого пола, то провод мы зачищаем на большую длину и сгибаем его пополам. Вставляем провод в клеммный зажим. Затем плотно зажимаем пассатижем контактный зажим. Данный метод позволяет увеличить площадь контакта жилы и клеммы и способствует уменьшению нагрева в месте контакта. Устанавливаем на медную шину подготовленные контактные зажимы с проводами. При этом контактный зажим располагаем так, чтобы одна его сторона находилась внутри термопленки, а другая снаружи, поверх медной полосы. Берем пассатижи и очень плотно зажимаем контактный зажим на термопленке. Лишний раз проверяем, и если нам что-то не нравится, повторяем процедуру и еще раз поджимаем.
Берем по 2 штуки битумной изоляции на каждый провод и тщательно изолируем все места подключения проводов к термопленке. Одной закрываем наружную сторону, второй внутреннюю сторону термопленки с проводом. Следим за тем, чтобы все контакты были полностью заизолированы. Также изоляция обязательно должна закрывать весь срез медной шины. И подведем итог, на что необходимо обратить внимание. Первое. Как плотно зажимаем контактный зажим. Второе. Проверяем качество изоляции всех мест соединений термопленки и проводов. И третье. Все линии отреза медных шин должны быть также заизолированы. Всем удачи!